Всем привет! На связи Real Groove, и у меня к вам вопрос. Кто такая Кайли Миноуг? Это... м, Hi, I'm Kylie Minogue. I'm a singer. I'm an actress. I'm an all-round entertainer. And I'd like to show you a few more sides of me. Kylie Minogue. Так смело Кайли Миноуг вернулась на экраны в сентябре 1994 года спустя 2 года молчания. Сингл «Confide in Me» стал локомотивом с ее 5-го студийного альбома под названием «Kylie Minogue». И это, без натяжек, мой любимый альбом Кайли. Эту дэнс-поп-пластинку, состоящую из 10 композиций, сложно описать словами. В ней столько непередаваемого вайба 90-х. И мне было мега интересно узнать, как этот альбом был сотворен 25-летней девушкой, которая разве что умела немного играть на клавишных. Но я хочу выйти за рамки Кайли и на примере процесса создания этого альбома поговорить с вами о процессе развития креативных навыков, поскольку их роль с каждым годом только растет. Основной вопрос таков: как реализовывать свой творческий потенциал, если в тебе горит огонь, но ты обделен врожденными талантами, всего боишься и не знаешь, с чего начать? Поговорить не абстрактно, конкретно. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, какими творческими хобби вы занимаетесь: музыка, кино, рисование, фотография и так далее. Какие вопросы стояли на вашем творческом пути ранее? Вопросы, проблемы, развилки, как вы с ними справлялись, какие ответы для себя нашли? И третье, какие вопросы стоят перед вами прямо сейчас? Will you confide? Например, я могу поделиться, что I can confide or confess, what is the right word, что я люблю фотографировать, монтировать ролики, организовывать различные мероприятия, тусовки и так далее. Я хочу танцевать хаус и играть на пианино, но пока не нашел на это времени. А еще я записываю музыкальный альбом. Я написал несколько текстов песен, но пока дальше дело не зашло. Не знаю, что из этого выйдет, но, возможно, вы еще услышите от меня песни. Причем тут Кайли Миноуг 94 года. Это период ее активного развития как творческой личности. Я пытаюсь сделать свою работу наилучшим образом, пытаюсь быть оригинальной. Я хочу большего от своей карьеры, я хочу большего. Немного предыстории. Кайли Миноуг стала широко известной в 80-е авансом, без талантов и достижений. Поэтому ее прозвали поющим попугайчиком. Это круто показано в новой документалке на Netflix. Самое приятное было, она не умеет петь. Посредственная, бесталантная. Потом мне дали прозвище. Поющий попугайчик. Но я не просто озорная девчонка из соседнего дома с заводными хитами. На 3-м альбоме Кайли агрессивно взялась за исправление своего имиджа, а на 4-м альбоме экспериментировала с R&B музыкой с закосом на американский рынок. В итоге ее музыкальные эксперименты были слабо оценены широкой аудиторией, а музыкальная пресса раскритиковала Кайли за слишком пошлые выступления и копипейст Мадонны. Я знаю, что были сравнения с Мадонной. Говорят, что ты смотришь на нее, и она сильно влияет на твои образы. Ты удивлена этому? Я думаю, что больше смысла в сравнении меня с Джанет Джексон. Мы примерно одного возраста. Ее имидж сильно изменился в последние пару лет. Она открывает в себе новую сексуальность. Кстати, о Джексон. Та в 93-м году выпустила шикарнейший альбом «Джанет» и таким образом хотела, видимо, избавиться от клейма фамилии Джексона. Кайли явно вдохновлялась этим альбомом музыкально, но с точки зрения маркетинга ей требовалось обратное. Ей хотелось, чтобы ее называли полным именем и чтобы это звучало круто. I'm Kylie Minogue. I'm not a kid anymore. К этому времени Кайли уже заработала $20 миллионов, но не заработала авторитета. Высшего образования у нее не было, как и других навыков работы. Поэтому она решила зарабатывать авторитет в мире музыки. Я должна сместить приоритеты, вместо того, чтобы быть числом продаж. Доказать всем и самой себе, что она способна на большее, что она серьезный артист, а не просто девочка, которой повезло. И никто не гарантировал успеха. В
В 1997 году Кайли выпустила шестой, самый личный, экспериментальный альбом Impossible Princess, и он с треском провалился. Но впоследствии все ее труды окупились. Например, вторым Грэмми за песню «Падам-падам» в категории Dance Pop. А написание крутых поп-песен станет главной страстью Кайли в жизни. Но я уверен, что произошло это благодаря тем решениям, которые она приняла для себя в начале 90-х. А именно, кто я? Кто я в мире музыки? Чего я хочу, что я могу и что нужно музыкальной аудитории. Мы с вами не Кайли Миноуг, но вызовы у нас у всех одинаковые. Каждую секунду мы выбираем, принимать себя реального или обманываться и страдать. Деградировать или развиваться. Маленькими, небольшими шагами, незаметными для себя, ошибаясь, рискуя, но двигаясь вперед и вверх. Я подготовил историю этого прекрасного альбома в формате 10 вопросов и ответов или решений, которые принимала Кайли. Итак, история альбома начинается. Я надеюсь, что каждый найдет в этом обзоре что-то для себя, для своего творчества. Поехали. В 1992 году контракт Кайли с ее первым лейблом закончился. Они успели выпустить сборник хитов с 2 синглами. Первый «What Kind of Fool», «За какую дуру ты меня держишь? Лица твоего не хочу больше видеть», намекает Кайли на расставание с лейблом. И последний сингл, как итог всего радостного сотрудничества с этим лейблом, «Celebration». После этого Кайли начала переговоры с различными музыкальными лейблами, например, сотрудничество в записи и выпуске музыки. Ну, само создание альбома «С большим уважением ко мне» было самым главным. Я встречалась с большинством крупных лейблов. Выбор был непростой. Кайли, с одной стороны, обожала танцевальную музыку и хотела выпускать что-то крутое и стильное. С другой стороны, она хотела попробовать себя в более утонченной и изящной музыке, а также прокачать свою манеру исполнения песен. Все большие лейблы предлагали одно и то же – кучу денег авансом, после чего меня ожидало то же самое, что я делала последние 5 лет. В таком случае вообще не было смысла менять лейбл. Выбор пал на небольшой танцевальный лейбл Deconstruction Records. Но с Deconstruction было иначе. Они сразу привлекли меня как звукозаписывающая компания. Небольшие, независимые, но уже достигшие уважения в кругах. А еще они довольно высокомерные, решительные и очаровательные. Его боссы выглядели уверенными знатоками танцевальной сцены. То, что я знаю о клубах, это вот столечко по сравнению с тем, что знают они, а мне именно туда и хотелось. И обещали полную творческую свободу во всех других стилях музыки. Они сказали, мы просто начнем пробовать и смотреть, что получается, вместо того, чтобы делать очередной альбом, похожий на предыдущий. Общей концепцией в ходе обсуждения стала идея альбома о самой Кайли. У нас был пресерочный период, и мы должны были решить, о чем будет альбом. Я думаю, мы все хотели, чтобы альбом был обо мне, на чем мы, к счастью, и остановились. Следовательно, его название Кайли Миноуг. Но с чего начать такой амбициозный проект? Первоначальный план был бросить Кайли на работу с продюсерами и посмотреть, что выйдет. Мы действительно не знали, с чего начать. Решили просто отправить меня на работу с разными продюсерами и посмотреть на результат. Проводились переговоры и встречи с различными музыкантами. Кто-то предлагал свои услуги. Мне нужно было лучше познакомиться с моим новым лейблом Deconstruction и встретиться с различными продюсерами, авторами. И поскольку мы работали с замечательными людьми, они не всегда были доступны, когда была доступна я. Первые сессии прошли с музыкантами Saint 18. Вы видите эксклюзивные кадры с первых сессий альбома. Но результат был неудовлетворительным. Кайли хотела другого. Затем Deconstruction предложили ей сессии сочинения текстов с итальянским дуэтом Rapina Brothers. В итоге они записали 8 полноценных песен с музыкой, но Кайли решила, что направление звучания зашло не туда, и это действительно оказались просто наброски.
хотя некоторые из них я просто обожаю. В итоге только одна песня из тех сессий попадет в альбом — Automatic Love. А песня Love is Waiting войдет в качестве делюкса на японское издание. Итак, контракт был подписан в феврале. К лету 93 года у Кайли началась паника из-за того, что ничего не было готово. Сначала я запаниковала. О май гад, ну все, я списана со счетов, с меня хватит, конец. Потому что я так привыкла к режиму сингл-сингл-сингл, превращающийся в другой альбом. Не знаю, как она пережила лето, но осенью были найдены исполнительные продюсеры для альбома, и Кайли немного расслабилась. Но как только я смогла расслабиться и успокоиться и осознать, что это полезная вещь, это было к лучшему для всех, я думаю. Она дала себе время на многоступенчатую работу с материалом, а публике время для отдыха от нее. Так получилось, что потребовалось 1,5 года, чтобы свести альбом. Мы не торопились, чтобы сделать все как надо, и оказалось, что это было лучшее решение. Это дало передышку мне, а публике отдых от меня. Это позволило альбому дорасти, а мне вложить свою индивидуальность в него. В итоге запись альбома растянулась аж на 1,5 года. Но главный хит с альбома был записан буквально за пару часов. Стоило лишь рискнуть и довериться. На вопрос, как довериться новым людям, у Кайли в багажнике припасено много историй, но это моя любимая. Brothers in Rhythm. Это музыкальный и продюсерский дуэт, состоящий из диджея Дэйва Симмона и музыкального знатока Стива Андерсона. Ранее они уже работали с Кайли. Год назад они записали потрясающий ремикс на ее песню Finer Feelings. Вот у меня в руках этот сингл, недавно приобрел. И они были поражены вокалом Кайли, а также они хотели попробовать свои силы в написании крутых дэнс-поп песен. В итоге, когда Дэйв узнал о том, что Кайли подписалась на Deconstruction, он позвонил знакомому из того лейбла и сказал, что они хотят посотрудничать с Кайли Миноуг. Лейбл дал им зеленый свет и сказал: «Кайли приедет к вам в понедельник, ожидайте». Ребята обрадовались и запаниковали, потому что ранее они никогда не писали музыку для других артистов. Они в спешке набросали 2 демо, одну танцевалочку и нечто похожее на тот самый ремикс на Finer Feelings. Они знали, что Кайли хотела бы рискнуть, и решили предложить ей что-то из смеси танцевальной и поп-музыки, среднетемповое, с обилием ударных. Кайли была застигнута врасплох, когда пришла, и тут такая странная тема с брейкбитами и струнными, но оказался от нее в восторге, и она действительно не слышала ее до этого момента. Дэйв набросал слова песни, в припеве которой намеренно была оставлена только фраза «Confide in me». «Доверься мне». Когда Кайли пришла к ним на студию, они первым делом включили ей именно эту песню. Как смогли, они его напели, 2 безголосых парня, и вуаля, спустя буквально 1 час был записан демо-вокал к песне «Confide in me». Большую часть из этого вокала вы можете услышать в финальной версии песни. Кроме того, последние строчки Confide in Me были чистой импровизацией Кайли. Вот и все. Музыку потом дорабатывали с кучей музыкантов и инструментов, но давайте об этом в отдельном ролике. В итоге Brothers in Rhythm стали исполнительными продюсерами альбома и записали большую часть песен к нему. А со Стивом Андерсоном Кайли сотрудничает до сих пор. Confide in Me, однако, есть заимствование. В основном хуке в секции струнных можно отчетливо слышать отсылку к акапелла хиту 80-х «It's a fine day». It's going to be a fine night tonight. Brothers in Rhythm отрицали намеренные заимствования, однако спорить не стали.
Мне лично кажется, что они вдохновились кавером 92 года от группы Opus 3. Тем не менее, никаких проблем сэмпл не создал. Публика приняла сингл на ура. В итоге мы получили 2-е место в Британии и 5 недель на 1-м месте в Австралии. Песня получила огромное признание среди критиков, а большинство нефанатов Кайли знают и любят именно эту песню. We all get hurt by love. We all have a cross to bear. Кстати, советую вам посмотреть мою нарезку живых выступлений к 30-летию сингла. Но раз уж я заговорил о сэмплах, насколько вообще поп-альбом должен быть оригинальным? Основной публике по большому счету по барабану. Хиты Hang Up, каверы Моя Мишель, тот же самый Confide in Me. Все любят слушать, никаких вопросов не задают. Но есть отдельные музыкальные задроты, вроде меня, которым важно, чтобы их артист максимальную работу проделал самостоятельно. Есть ли среди вас такие люди? Поделитесь, пожалуйста. Потому что как бы в идеале серьезный артист должен записать и все слова, и всю музыку в идеале на альбоме. Так, ведь. Давайте пробежимся по сухим фактам, как это было с альбомом КМ-94. Вся музыка на альбоме была оригинальная, ее записали новые продюсеры. Однако некоторые песни были каверами. Например, Time Will Pass You By. А Where's the Feeling, Ever Has the Love Gone были ремейки популярных в клубном андеграунде хаус-треков, на которые решили наложить вокал Кайли и переработать песню. Что касается текстов, оставшихся оригинальных песен, они были тоже преимущественно от авторов. Кайли написала текст только к одной песне, Automatic Love. Кстати, интересный текст. При этом сами тексты были довольно банальными, а поиски любви, поиски чувственности, горе об утрате любви, ничего оригинального мы там с вами не услышали. Но ведь иногда оригинальность в простоте, иногда и хочется и послушать чего-то простого, тоже поп-музыка. У Кайли явно не было амбиций в авторстве на этом альбоме. Она умело совмещала собственное видение с амбициями авторов музыки и текстов. Я не считаю, что ты должна обязательно писать свою собственную музыку. Конечно, это придает совершенно новый смысл песне, и, возможно, это звучит от сердца, но я не думаю, что это абсолютно необходимо. При этом она полностью отвечала за то, что попадет в альбом и как это будет звучать. И как же это будет звучать? На днях я услышал фразу «Жестко поставленная цель убивает любопытство». Но в этот раз жесткого направления не было. Кайли была открыта новому опыту и разным стилям музыки. Напомню, что Кайли хотела и звучать круто, и попробовать себя в более серьезных стилях музыки. У нас было два варианта. Либо сделать альбом, похожий на то, что я делала раньше, или мы можем просто попробовать что-то новое. Мы были уверены, что не хотим оказаться в итоге в ситуации, когда скажем: «Боже, надо было попробовать что-то другое, попробовать то и это». Вот почему альбом весьма эклектичный, на нем много различных стилей. Но я определенно хотела оставаться танцевальной и попсовой, просто прогрессировать в музыке. Поэтому альбом можно поделить на две части – танцевальную и замедленную экспериментальную. В танцевальной части 4 трека. Первый танцевальный трек на альбоме под номером 4 — это 7-минутный танцевальный трек с элементами AC-джаза «Where's the Feeling», спродюсированный Brothers in Rhythm. Теперь пойдем с конца. В конце 3 танцевальных песни. Закрывает альбом
единственная песня от продюсеров M-People. Называется она «Time Will Pass You By». Как я говорил, это кавер 68 года. И это единственное напоминание о том, как Кайли звучала ранее. Чем-то похоже на треки из первого студийного альбома. Восьмой же и девятый треки были спродюсированы крутейшими на то время acid house музыкантами Пит Хеллер и Терри Фарли. Восьмая песня «Where Has the Love Gone» — это перепевка широко известного в узких кругах клубного хита «Where Has the Love Gone». Это было как раз то, что изначально планировали боссы лейбла Deconstruction. Наложить вокал Кайли на ранние хиты 90-х в стиле хаус. Вторая песня этого дуэта — «Falling». Изначально демо этой песни по запросу лейбла записали сами Pet Shop Boys. Но Кайли и продюсерам показалось, что она звучит слишком сладко, попсово и карамельно. Поэтому ее кардинально переделали. От попсовости не осталось и следа. Теперь это сексуальный, холодный, притягательный хаус-боевик для клубов. И тут хочется вставить факт про длину песен. Средняя длина песен на альбоме почти 6 минут. И это был один из пунктиков серьезного отношения Кайли к музыке в этом альбоме. В то время все любили записывать длинную музыку, однако это было не правилом, а исключением для поп-музыки. В основном попса все-таки короче, 3 минуты. Вторая часть альбома была чем-то среднетемповым, атмосферным попом в духе середины 90-х, с отсылками к различным артисткам и вайбу того периода. Так, например, трек «Surrender» звучит так, будто это могло смело вписаться в альбом Джанет рядом с «That's the way love goes». Эта песня была записана продюсером Гарри DeVox. Послушайте его другие треки, если вам нравится «Surrender». Это кузен Ленни Кравица. Кайли в то время крутила с Ленни роман и хотела записать музыку с ним тоже, но он был занят. В итоге она записалась с его кузеном. Весной 1994 года Кайли летала в Нью-Йорк, и там с начинающим продюсером Джимми Хэрри родились претенденты на американский рынок. Например, трек номер 3 — это такая поп-R&B фанк вещица. Ее даже планировали сделать первым синглом или вторым, но в итоге этого не случилось по разным причинам. Зато синглом стала другая песня, записанная с Джимми Хэрри, а именно «Put Yourself in My Place» стал вторым синглом в ноябре 1994 года. Я люблю эту песню и по сей день, да и фанаты тоже. Я записала ее в Нью-Йорке в апартаментах Джимми Хэрри на 11-й улице с его котами, лазающими по синтезаторам. Эта космически звучащая песня напоминает мне много из тех поп-баллад, которые были в середине 90-х и в конце 80-х в Америке, в частности. Скажите мне, что вам напоминает эта песня? Интересно, с чем вы могли бы ее сравнить? Оставшиеся две песни на альбоме были спродюсированы Brothers in Rhythm. Они перезаписали песню Automatic Love из ранних сессий альбома. И теперь это настолько интересная вещь, что я не могу охарактеризовать словами эту песню и не могу передать, насколько я ее люблю. Мне нравится все там. И этот вайб, и музыка мягкая, и инструменты вкрадчивые, вокал Кайли потрясающий, и текст тоже интересный. Я в режиме автоматической любви к этой песне. И, наконец, последняя песня с альбома, моя любимая баллада на этом альбоме и, может быть, во всей карьере Кайли,
Brothers in Rhythm решили провести Кайли-эксперимент или краш-тест над вокальными способностями Кайли на песне Dangerous Game. Стив Андерсон вспоминал про эту песню, что на ней они хотели протестировать, как Кайли звучала бы в теме Джеймса Бонда. Они пригласили оркестр из 32 музыкантов с дирижером и заставили петь Кайли так широко. Чему сама Кайли была приятно удивлена. Она подозревала о наличии у себя таких вокальных способностей, но нужны были правильные люди, которые поверят в нее и заставят ее рискнуть, выйти из той самой пресловутой зоны комфорта. Я на самом деле удивила себя в приятном смысле. Я как бы знала, что я могу сделать это, но мне просто нужно поработать с людьми, которые поддержат меня и помогут достать эти способности из меня. Это было просто. В одиночку ты можешь быть неплох, но если у тебя есть хороший коуч, ты сделаешь намного больше. Я думаю, что совместно коллектив продюсеров сформировал подстраховку. Я могла попробовать немного больше, да и времени было больше. И если бы это не сработало, я могла бы попробовать еще раз. Тогда как раньше запись альбома занимала 2 недели. Важный момент, что в отличие от предыдущих альбомов, на этом не было дабл-вокала и той ужасной механистической обработки вокала Кайли. Поэтому мы слышим вокал более чистый, глубокий и уверенный. Единственное слабое место — это песня «Time Will Pass You By», записанная в последний момент, и там вокал Кайли звучит довольно скомканно. Но в остальном я очень люблю вокал Кайли. Он звучит очень неожиданно, где-то высоко, где-то очень длинно. Она поет на одном дыхании и не прерывается. И это очень интересно слышать. Еще один момент про лайв-выступления. В эту эру они были примерно 50 на 50. Где-то лайв, где-то студийка, запись альбома. Я думаю, что это было связано также с техническими возможностями на шоу. Но, кроме того, Кайли сама боялась исполнять некоторые песни так, как они должны были бы быть исполнены. Was a little worried that I'd be able to perform it as well as it should have been performed. Однако некоторые музыкальные критики скептически отнеслись к попытке запихнуть тонкий голос Кайли в зону Soul Div. Напишите, что вы думаете. У нее есть нечто, что я нахожу наиболее важным для любого певца, а именно абсолютная правдоподобность. Что бы она ни чувствовала, это вырывается наружу. Понимаете, отбрасывая технику и все остальное, если вы хотите порадоваться, она сделает вас радостным, она заставит вас грустить. Личность воплощает голос. И я отмечал это часто среди исполнителей, с которыми мне доводилось работать, пришедшими из съемочного процесса. Они могут по-настоящему проникнуть в самую суть песни. Получается, Кайли умеет петь? Так кто же она все-таки? Певица или актриса? Последний фильм, в котором играла Кайли, был аж 5 лет назад. «Преступники». К лету 94 года, спустя 1,5 года работы, альбом был почти готов. В июне в спешке записали ожидаемую коллаборацию с M-People, и тут Кайли внезапно поступает предложение, от которого она не сможет отказаться, и релиз альбома будет отложен еще на 3 месяца вперед. Мне предложили роль в фильме «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом. И я думаю, что мой лейбл чуть в обморок не упал. Что ты сказала? Извините, твой альбом выйдет в любую секунду, а ты хочешь уйти на 3 месяца? Ну да. Это было очень весело, захватывающие 3 месяца. Я училась боевым искусствам и тренировалась. И, конечно же, работа с Жан-Клодом Ван Даммом. Мне говорили, можешь ударить. А ведь я действительно могу ударить в голову. Да все нормально, на мне защита и шлем. Ну, раз ты так уверен, то... И тут стоит притормозить.
Кайли продолжали спрашивать, кто же ты на самом деле, певица или актриса? В каком образе? Кто ты настоящая? Давай, колись. Кто я сегодня? Сегодня я летаю в облаках. Я не знаю, я разная. Столько разных персонажей таятся во мне. Я не знаю, что делать с ними со всеми. Вот почему мне нужно сниматься, понимаете? Чтобы выпускать демонов на свободу. На это Кайли отвечала, что она разная. Она не хочет никаких рамок, и ей нравится возможность быть в разных амплуа, не выбирать что-то одно, а играть различные роли, в частности, при съемке клипов. Интересно, что на вопрос «визуал» или «музыка» Кайли выбирает. Я бы сказала, что музыка перевешивает имидж, но не намного. Но, тем не менее, важность визуала она не может отрицать. Так какой же визуал? Один из главных компонентов образа танцевальной дивы, поп-певицы, Кайли выберет на этом альбоме. На чем она остановится? Давайте разберем нас самой интересной части, а именно на клипах. На первом клипе на песню Confide in Me Кайли смело разделила экран на 6 частей, представ в 6 разных образах. Она это сделает еще не раз в своей карьере. Кто может назвать клипы? Вдохновением для этого клипа был поп-арт. 6 разных образов, 6 разных фонов, 6 разных персонажей. Простите, но я не могу не отойти от сценария, поскольку я снимаю свое видео в художественной галерее. Это выставка о том, я не знаю, если честно, о стилях в творчестве, в культуре. Это очень интересно. Это связано, конечно, с тем, о чем мы сегодня говорим, но я в этом не специалист, поэтому ничего не подскажу. Но вот это, поп-арт, это как раз отсылка, точнее, вот именно на это сделана отсылка в клипе Confide in Me, о чем говорит сама Кайли. Ну и еще здесь есть вот минимализм и что-то более современное. Ну а мы продолжаем съемки. Вы все заканчиваете, да? Мне бы еще минут 5-10. Да, спасибо. Возвращаемся к клипу. Я нашел также, что 6 образов — это 6 стереотипов о женщинах. Сама идея видео о предложении довериться и позвонить на телефонную линию поддержки весьма интересная и актуальная для того времени. Мне интересно, кто-то пользовался реально этими услугами. Напишите, если есть такие. Один из образов Кайли с афро на голове. Ее научила это делать ее подруга, и впервые мы увидим этот образ в фотосессии от Элен фон Унверт. Это была попытка подчеркнуть темнокожие корни музыкальных див эры соул и диско-музыки и очередной элемент серьезного отношения Кайли к музыке в этот период. Это кадры из клипа Confide in Me 94 года. Не знаю, кто создал этот аутфит, но он полностью из ПВХ, и топ, и брюки. Наверное, тогда меня впервые научили, что нужно использовать тальк, чтобы залезть в латекс. И целая отдельная история о том, как из него вылезти. Переходим к второму видео на песню Put Yourself in My Place. Но сначала я хочу показать вам обложку. Ребята, посмотрите. Что вы видите? Кайли в наушниках. И это еще один элемент того, маленький штришок того, что Кайли относится к музыке серьезно. Она именно музыкант, не актриса. Музыкант. Она слушает музыку и записывает музыку. А сам клип при этом очень красочный и откровенный, и рискованный. Давайте взглянем. Идея видео Кайли, летающей в космическом шаттле, это копия сцены из фильма 68 года «Барбарелла», где такая же в точности сцена сделана с Джейн Фонда. Отдельно интересно послушать, как Кайли страдала во время съемочного процесса. Гордимся. Это было больно. Это все были разные формы пыток для достижения иллюзии полета.
Они поместили меня в ремни безопасности, ремень для задницы, который похож на задницу, пластина для живота. Они поддерживали твою задницу? Именно. И было несколько консультантов на съемочной площадке, чтобы я полетела, Гэри и Ларри. Они напоминали парней в обвязках. Мы просто собираемся пристегнуть тебя, Кайли. И мы быстренько перебегаем к третьему и последнему клипу с этого альбома на песню «Where is the Feeling?». Я готов очень долго говорить про эту песню, но сейчас скажу только то, что для сингла ее заремиксовали и сделали Beer Dolphin Mix. Brothers in Rhythm, Dolphin Mix. Микс дельфина. При записи ремикса были записаны звуки дельфина. И клип на эту песню черно-белый. Стиль клипа и манера исполнения в ремиксе очень напоминали сингл Мадонны «Justify My Love», что вызвало очередную волну споров об оригинальности Кайли и ее креативных способностях. Кайли провела весь день в бассейне и обещала себе больше такого не делать. Спойлер, она нарушила свое обещание еще не раз. Видео было снято в один из моих выходных, пока я была на съемках в Лос-Анджелесе, и я замерзла до смерти. Весь день. Все видео было снято в воде, и самое главное, что я хотела донести в клипе, это нечто страшное, ощущение надвигающейся угрозы, которая, к счастью, обернулась встречей с очень красивым мужчиной. Переходя к другим вопросам визуала эры, скажем, что масло в огонь критики добавила еще большая книга Кайли, так называемая Coffee Table, с изображениями Кайли тех лет. Кайли выпустила ее в качестве промо, распространялась она среди людей индустрии, но тем не менее ее активно сравнивали с книгой «Секс с Мадонной». Таблоиды говорят: «О, она просто копирует Мадонну. Мадонна выпустила книгу в похожих образах. Как ты справляешься с подобного рода критикой?» Но в основном это сводится к удивительным литературным навыкам журналистов из таблоидов. И я думаю, что это прискорбно, что мнение многих людей сформировано СМИ таким образом. Но вы знаете, в случае с этой книгой так много людей выпустили свои книги, и это не имеет ничего общего с книгой Мадонны. Я думаю, что есть смысл сравнивать меня с Джанет Джексон. А следующий артефакт эры — это Библия Кайли. Вы заметили, что у нас в уголке все это время была вот такая вот Библия? Расскажу немножечко про нее. В ней изображены фотографии из промо-фотосессий к альбому. Был известный фотограф Ранкин, у которого был свой журнал Dazed and Confused. И вот среди фотосессий отобрали 16 изображений Кайли, которые поместили в книжечку формата А4, назвали ее The Kylie Bible, Библия Кайли, и поместили ее в качестве приложения к сентябрьскому выпуску журнала Dazed and Confused. Это мега-раритет. У меня, конечно же, не оригинал. Вот смотрите, тут скрепочки, это самопал. Я просто взял и распечатал эту книженцию себе. Но выглядит неплохо. Идем дальше. Поставим Библию на место и поговорим о журналах того периода, о глянце. Кайли повезло, и ее поместили на обложки крутых модных журналов. Например, ID, The Face and The Sky, на одной из которых Кайли снялась голой. Я на самом деле гордилась этим моментом, особенно по той причине, что они случились один за другим подряд. Так что я отлично вижу иронию в этом. Несколько лет назад они даже не смели упомянуть моего имени, а тут... У меня здесь нет одного журнала, полностью распродан. Той самой обложки в стиле ню. Само собой, разумеется, не смогли достать. Было ли это полностью твоим решением? Нет, мне это предложили, я не вижу проблемы в этом. Я привыкла к своему телу. Мне не на 100% комфортно, да, но знаешь, у нас у всех есть вещи, которые нам не очень нравятся.
Что же можно ожидать в итоговом оформлении альбома и от обложки? На фотосессию альбома стилист в последний момент захватила зеленый женский пиджак. И именно он стал основой визуального оформления альбома, удачно показывая, что теперь Кайли серьезная артистка и снимается в пиджаке. А благодаря очкам, которые ей предложили, Кайли вдохновилась лечь на пол с высунутым языком. И вуаля! Это не было расчетом заранее, типа давайте наденем пиджак и очки. Просто на площадке было очень яркое освещение, и у моего визажиста были эти солнцезащитные очки. Она дала мне их, и я думаю, что благодаря ним мы пришли в итоге к тому образу настроению на обложке. Что-то такое простое, как реквизит, может изменить мой стиль поведения на фотосессии. И когда пришло время выбирать обложку, у меня было, по сути, два выбора. Первый был очень безопасным, классическим и прекрасным, но был и другой, тот самый, и я решила... Это было сложное решение, но я подумала, зачем быть с деконстракшн и осторожничать? Поэтому я сообщила им эту новость следующим образом. Я была в Австралии на съемках, поэтому просто нарисовала очки и отправила рисунок по факсу. Я думаю, это бросается в глаза, что хорошо, это мило и сильно. Минималистично, провокационно, спорно. А вот как этот костюм выглядел на самом деле. Итак, все было готово к перезагрузке Кайли в Кайли Миноуг. Над Кайли буквально произвели деконструкцию по аналогии с названием лейбла. Продумано минималистичное стильное оформление альбома. Из музыки удалены все моменты попсовости и оставлен холодный стильный британский звук. Устранены все старые попсовые элементы образа Кайли. В августе 1994 года по Британии расклеили постеры с изображением Кайли с афро и датой запуска новой Кайли 29 августа, дата выхода сингла Confide in Me. Давайте послушаем вставки из интервью, что сама Кайли думает о выпуске альбома и о нем в целом, и как она хотела бы презентовать его нам. Я думаю, что этот альбом проверяет меня, и вы можете услышать, в чем проявляется моя личность, намного сильнее, чем в том, что я делала ранее. И я не хочу описывать его сама. Я предпочла бы просто позволить людям послушать его, и пусть они сделают из этого какие угодно выводы. Кайли, ты назвала свой альбом Кайли Миноуг. И у тебя раньше был альбом, названный просто Кайли. У тебя больше не осталось имен, ты переживаешь по этому поводу? Это конец, но мне, вероятно, нужно обратиться к прозвищам, и у меня наберется с добрый десяток в моих карманах, так что... И истории за каждым из них, но, конечно же, у нас нет времени на это. И теперь я в нетерпении насчет следующего альбома, так что вам нужно запастись терпением. Шестой студийный альбом Кайли Миноуг будет изначально назван Impossible Princess, но по иронии судьбы, в связи с некоторыми событиями его в Британии пришлось переименовать, и угадайте, какое имя ему дали? Там Кайли изольет душу, без каких-либо границ. Ну а пока... Ты считаешь, что это твой лучший альбом? Абсолютно. То есть ты очень удовлетворена им? Я очень довольна. Впереди еще очень многое. Это не конец. Это лишь начало. Ну вот и все. Альбом вышел 17 сентября 1994 года. Слушаем его и наслаждаемся уверенным вокалом, вайбовыми аранжировками и необычными музыкальными ходами. Или не наслаждаемся. Напишите, что вы думаете о 8-минутных хаус-джемах с этого альбома. Скучно, тривиально, неинтересно, не хочу слушать этот альбом. Что вы думаете? 15 лет назад при первом прослушивании альбома я почувствовал что-то родное. И сегодня моя любовь к этому альбому невероятно укрепилась. Я так и не понял, кто такая Кайли Миноуг в ходе исследования этого альбома, но я заразился ее искренним энтузиазмом, любовью к музыке и открытостью новому опыту. Пишите свои мысли про творчество свое, про Кайли Миноуг. Можете дать советы мне. Можете написать про своих любимых артистов и артистку. Любые мысли приветствуются. Я хочу, чтобы это было бурной дискуссией, чтобы это видео разлетелось.
Это же мой любимый альбом. А еще по этой же причине у меня есть план снять дополнительные видео про этот альбом, про эту эру, и подушнить немного про музыку. Хочу рассказать вам про различные ремиксы этой эры, они не просто невероятные. Глубже погрузиться в музыку с этого альбома, поговорить и показать вам прекраснейшие невыпущенные треки, анрелизы и бисайды тоже. А также хочу поговорить о невыпущенном акустическом мини-альбоме, который записывался. И, возможно, про живые выступления и про будущую работу со Стивом Андерсоном. Take my hand and I'll lead the way to a brighter day. Спасибо Богу за 90-е. Да, это была наименее коммерчески успешная вещь, но что это сделало для меня, моего опыта, и для меня как исполнительницы и автора, я всегда буду благодарна за это. Life is just a precious minute, baby. Open up your eyes and see your face. Give yourself a better chance, because time will pass you. Right on by. Всем спасибо, слушайте, пишите, всех обнимаю, пока.